С небольшим опозданием в месяц, но все-таки бета-тестирование UFL потихоньку начинается. Игроки уже начали получать письма, в которых разработчики сообщают, попали ли они в список тестировщиков или же нет. Рад вас всех сегодня приветствовать, как и всегда вы на канале Realistic PS, и давайте вкратце обсудим предстоящее тестирование. Что же успели сообщить разработчики за все это время и что нам ожидать в ближайшем будущем. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками, подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые, и прожимайте колокольчик для уведомлений. После того, как те желающие заполнили заявку еще в сентябре на бета-тестирование, письмо с ответом дошло до нас только в ноябре, несмотря на то, что мы ожидали его еще в октябре. Да и в принципе сами разработчики заявляли, что тестирование будет именно что в октябре. Но после слива, который произошел внезапно и которого внутри Страйкер вообще никак не ожидали, они на какое-то время затихли и только сейчас начали отвечать всем желающим. Стоит отметить, что в представленной форме, которую заполняли игроки для потенциального тестирования, были указаны два поколения консолей, а именно PlayStation 5 и PlayStation 4, и Xbox One и Xbox Series X. И те, кто были на консолях предыдущего поколения, те, кто указали PlayStation 4 и Xbox Series X, они пролетают мимо этого тестирования. То есть закрытое тестирование и, скорее всего, открытое тестирование будет проходить между игроками на консолях нового поколения. Потому что мною было неоднократно замечено, как многие игроки сообщают, что их заявку отклонили. И при этом они упоминали в качестве играбельной платформы PlayStation 4, ну или Xbox Series X. Но это не значит, что игра не выйдет на этих двух платформах. Она выйдет, но с небольшим опозданием. То есть самый главный упор будет идти на консоли нового поколения. И спустя какое-то время после релиза игра выйдет также и на PlayStation 4 с Xbox Series X. И только потом, опять же, тоже через какое-то время игра выйдет и на ПК тоже. Но это в недалеком будущем, как говорится. Если же вы получили письмо, в котором Страйкер сообщает, что вы будете принимать участие в бета-тестировании, то они дополнительно уточняют, что тестирование будет проходить в порядке очереди, и участие в бета-тестировании зависит от участия других игроков. Чем раньше закончат другие игроки, тем раньше начнете и вы. Конкретных сроков в письме они не указывают, как именно все это будет проходить, они также не указывают, но, судя по всему, тестирование начнется уже очень и очень скоро. Учитывая количество желающих и, опять же, тот факт, что все будет проходить в порядке некой очереди, стоит подозревать, что это затянется на несколько месяцев. По-моему, разработчики и сами об этом упоминают в соответствующем письме. И я смею предположить, что тестирование затянется в том числе на ноябрь и на декабрь, то есть до 2024 года о выходе UFL, о полноценном релизе игры говорить не придется. Хотя, как мы все с вами видели, исходя из сливов, которые были доступны еще в конце октября, игра более чем готова. Ну, что касается ее внешнего вида, интерфейса, каких-то механик касаемо там трансферного рынка, создания команд. То есть разработчикам просто необходимо отлаживать и редактировать геймплей, и в принципе их понять можно. Ну и как сообщал еще Евгений в прошлом году, релиз игры также сопровождается всевозможными кампаниями, которые проводятся внутри студии, а поэтому, учитывая, что это их первый подобный опыт, естественно, это все дело затягивается. Ну а мы тем временем будем ожидать своей очереди в бета-тестировании UFL, и если что, держим руку на пульсе новостей в наших соцсетях, поэтому если не подписаны, обязательно подписывайтесь. Скажем так, поздравляю всех тех, кто прошел заявку на бета-тестирование, будем ждать своей очереди. В комментариях пишите, подавали ли вы заявку, прошли ли вы на это тестирование или же нет. Также не забывайте поддерживать это видео своими лайками, подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые, и прожимайте колокольчик для уведомлений. У меня на сегодня все, всем удачи и до скорых встреч!